Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить ленивые голубцы. Они не уступают по вкусу обычным голубцам, но готовить их немного проще. Это как раз тот случай, когда захотелось голубцов, а не оказалось целой капусты, с которой можно снять листья. Голубцы я буду готовить на сковороде в томатно-сметанном соусе. В процессе приготовления я поделюсь с вами своими секретами, чтобы голубцы получились сочными, ароматными и вкусными. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Начну приготовление с риса. Сначала его промою. Затем переложу его в ковшик, добавлю немного соли и залью горячей водой. Количество воды я не отмеряю. Ставлю на плиту и варю до полуготовности 6-7 минут. Пока рис варится, я займусь овощами. Нарезаю мелкими кубиками лук. Морковь натираю на крупной терке. Еще в начинку для голубцов я добавляю сельдерей. Беру один черешок, разрезаю его на полоски, а затем рублю кубиками. Можете использовать корень сельдерея, тогда просто натрите его на терке. Сельдерей прекрасно сочетается и с капустой, и с мясом, и придает блюду дополнительный вкус и аромат. И еще я возьму сладкий перец. Половинку я нарежу в фарш, а вторую половинку в соус. Если нет свежего перца, то отлично подойдет замороженный. Он добавит вкус и свежий аромат блюду. Осталась капуста. Ее я также нарезаю довольно мелко. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Разогреваю в воке растительное масло и всыпаю лук с морковкой. Пассерую на средней мощности примерно 5-7 минут. Пропищал таймер, рис сварился до полуготовности. Немного воды в ковшике осталось, это ничего страшного, я просто откидываю рис на сито и даю лишней воде стечь. Через 5 минут отправляю к луку с морковкой нарезанный сельдерей и сладкий перец. Перемешиваю. И добавляю капусту. Еще раз все хорошо перемешиваю и накрываю крышкой. Тушу овощи не более 10 минут, время от времени и их перемешиваю. Минут через 5 после того, как я соединила капусту с овощами, я добавляю в сковороду специи, соль, черный молотый перец и сушеный базилик, у меня фиолетовый. Моя начинка готова. Даю ей остыть до комнатной температуры. У меня на канале есть рецепт голубцов из молодой капусты в духовке. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Пока начинка остывает, я приготовлю все для соуса. Нарезаю мелко лук, морковь натираю на терке, также измельчаю сельдерей и сладкий перец. Для соуса также можно использовать корень сельдерея и замороженный перец. Разогреваю в воке растительное масло, выкладываю лук и морковь и слегка обжариваю 5 минут. Затем отправляю туда же сельдерей и перец и готовлю еще минутки 3. Заливаю овощи томатом, у меня домашний. Можно использовать томаты в собственном соку, томатный соус или томатную пасту. Иногда я использую овощной соус, который заготавливаю на зиму. Рецепт этого соуса есть на моем канале. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Возвращаюсь к сегодняшнему рецепту. Добавляю 1 лавровый лист, соль
Если в составе соуса есть томат, то должен быть и сахар. Добавляю сахар, у меня 50 граммов, но количество регулируйте по своему вкусу. Черный молотый перец и сушеный базилик. Готовлю соус минут 5-7, после чего вынимаю лавровый лист, а к томату добавляю сметану. Хорошенько перемешиваю. Довожу до кипения и всыпаю оставшиеся специи: сушеный чеснок, кориандр и немного перца чили, но это уже по желанию. И обязательно пробую соус на вкус. Если чего-то не хватает, то добавляю. Еще минутку и соус готов. У меня на канале есть рецепт приготовления голубцов и фаршированного перца вместе в одной кастрюле. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Фарш у меня сегодня свиной. Вы можете использовать смешанный фарш: говядина со свининой, куриный, словом тот, который у вас есть. Осталось нарезать зелень, которая пойдет у меня в ленивые голубцы. У меня петрушка и укроп. К фаршу добавляю остывший рис и овощи. Все тщательно вымешиваю. Готово. Добавляю нарезанную зелень. Затем соль. Соли немного, так как и овощную начинку, и рис мы подсаливали. Немного свежемолотого черного перца. А также по чайной ложке сладкой паприки, сушеного чеснока и кориандра. Окончательно все вымешиваю. Смачиваю руки водой и формую вот такие овальные котлетки. Вообще форму можете делать любую. Вес одной заготовки примерно 110-120 граммов. Готово. У меня получилось 20 штук. Я сейчас буду готовить только половину, а вторую половину заморожу. Укладываю в лоток. Накрываю пленкой и убираю в морозилку. А оставшиеся приготовлю. Я их буду обжаривать. Так они остаются целенькие и получаются вкуснее. Если не хотите, то этот шаг можете просто пропустить. В разогретое растительное масло выкладываю голубцы и обжариваю на мощности чуть выше средней до румяного состояния. До готовности они будут тушиться в соусе. Готово. Выкладываю голубцы в соус. После того, как блюдо закипит, накрываю его крышкой и убавляю мощность. Готовлю 30-35 минут. Если голубцы у вас покрыты соусом только наполовину, то можете их в процессе тушения пару раз перевернуть. Все, ленивые голубцы готовы. Перекладываю их на тарелку и посыпаю зеленью. Можно пробовать.
Для их приготовления мне сегодня понадобилось: для голубцов 1 кг свиного фарша, 100 г риса, 500 г капусты, 1 большая луковица весом 200 г, 1 морковь 150 г, 1 черешок сельдерея 80 г, половинка сладкого перца 80 г, зелень, укроп и петрушка, по 1 чайной ложке сушеного базилика, сушеного чеснока, сладкой паприки и молотого кориандра, а также соль и черный перец. Для соуса мне понадобилась 1 луковица весом 100 граммов, 1 морковь весом 80 граммов, 1 черешок сельдерея 70 граммов, половинка сладкого перца 70 граммов, пол-литра томатного сока, 200 граммов сметаны, по пол чайной ложки сушеного базилика, сушеного чеснока и кориандра, щепотка острого перца, 1 лавровый лист, 50 граммов сахара, соль и черный перец. И вот такие вкусные, ароматные и сочные ленивые голубцы у меня получились. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд из фарша смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!